Львы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас снимаю ваш второй прогноз на январь 2024 года. Мы с вами открываем новую страницу жизни, поэтому январь является для нас наиболее важным. Так, как правило, в этот месяц мы закладываем фундамент всех событий приходящего года. В особенности обратите внимание на дату 11 января, день новолуния, когда стоит делать и плакаты визуализации, карты желаний, прописывать себе цели на год, чтобы все успеть в течение этого периода и осуществить намеченные цели. Поэтому мы с вами приступаем к прогнозу. Проанализируем, какие энергии будут в рамках этого года. Простите, не года, а месяца. Так, основные энергии января. Работа, финансы, здоровье, личная жизнь и рекомендации от карт. Так, что же вас ожидает в течение этого периода? Итак, основные энергии месяца, туз чаш. Это уже само по себе прекрасно, потому что это аркан радости, удовольствия, подарков, благоприятных эмоций, нового цикла, старта жизни. У кого-то, в принципе, новые начинания, которые радуют. Для кого-то зачатие, деторождение, новые отношения или работа. Но в любом случае все то, что вас воодушевляет и окрыляет. Плюс это еще период праздников, торжеств. У кого-то могут быть даты рождения там, членов семьи, какие-то свои события и праздники, которые вас будут воодушевлять. Посмотрим, как именно раскроется для вас этот аркан и в какой нише. По королеве монет это для кого-то благостная ситуация, знакомство женщины земной стихии, телец, дева или козерог, которая станет такой значимой персоной, по крайней мере на январь месяц, потому что от нее вы можете получить помощь, протекцию, подсказки или действительно материальную поддержку. Ну и, конечно же, сами по себе два аркана, безусловно, для тех, кто стремится и желает, могут вещать о вопросах зачатия и деторождения. Вопрос работы по двойке чаш. Двойка чаш на работу всегда, как правило, говорит о интересном предложении. Перейти на другую работу или попробовать себя в новой ипостаси, или вопросы о повышении. Но в любом случае это то, что вас радует, то, что для вас является счастливым случаем, ну и, конечно же, признанием ваших талантов и способностей. Итак, посмотрим, о чем говорит этот аркан для тех, кто у нас сейчас не работает и работать не может. По королю жезлов. Здесь в первую очередь ситуация, когда вас кто-то вдохновляет, воодушевляет, то есть у вас есть лидер, духовный наставник или человек, который для вас является авторитетом. Пусть вы не знакомы лично, допустим, видите его с экрана телевизора, но здесь в первую очередь получить какую-то радость от взаимодействия с этим лицом. Ну, например, приобрести его курс, тренинг или пойти в обучение. Или, может быть, благодаря этому человеку поставить себе какие-то цели, планы и их достигать. Будь то там ситуация связана со здоровьем, увеличением дохода или реализацией по каким-то проектам. Но в любом случае это такое окрыление, воодушевление, как вы думали, вот оно, это то, чего мне не хватало. И вы наконец-то обретаете эту мотивацию, эту поддержку. Ну и, конечно же, сам по себе аркан короля жезлов может говорить о ситуации проекта. То есть человек знакомый пришел вам и говорит: слушай, вот есть такая работа. Хочешь себя попробовать в этой нише, на этом поприще? Тем более одну колоду у вас ложится туз жезлов, обратите внимание. Новое начало, перспективы, рост. И для вас это то, что действительно зажжет, потому что туз жезлов, энергии для этого достаточно. Для тех, кто является соискателем, у нас ложится умеренность. С одной стороны, прекрасные перспективы. Ну, например, двойка чаши умеренность – это как предложение, допустим, от партнера или от близкого родственника кровного работать вместе на одном предприятии или в рамках одной фирмы. Но и может также отыгрываться как предложение от тех, кто состоит в отношениях, чтобы вы, допустим, вели быт, хозяйство и полностью были на попечении вашего партнера. То есть ваша основная работа – это будет дом, семья и создание комфорта и уюта. Для тех, кто у нас является наемным сотрудником, двойка чаш и старший аркан суд говорят о кардинальных переменах. То есть это действительно может быть и смена деятельности, смена должности, переход как на новую, так и просто в рамках предприятия можете попробовать себя в новой ипостаси. Но в любом случае вы будете рады таким перспективам.
Если же у вас свое собственное дело, то здесь по аркану Дурак это ситуация, когда у вас тут новый партнер, новый стартап или желание открыть новый бизнес, и вы видите для этого все возможные перспективы. Конечно же, будете рады и такому сотрудничеству, и таковым возможностям. Так, финансы. Аркан Жрица. По Жрице. Финансы, которые вы не декларируете, может быть, даже утаиваете или есть попытка их легализовать. Но мы здесь смотрим шестерка жезлов. Шестерка жезлов – это всегда победа, это всегда достижение. Соответственно, для вас это увеличение вашего достатка. Поэтому январь действительно будет плодородным в этом вопросе. Не упускайте такой момент, такой шанс, потому что, да, будет возможность, так сказать, что отложить на перспективу. То, что касается вопросов состояния здоровья, обращаем внимание на почки и надпочечники, потому что здесь ложится двойка монет, в особенности у кого в хронике эта проблема или ситуация, то данный орган может вас побеспокоить. То, что касается вопросов личной жизни, а вот здесь по десятке жезлов могу сказать так, сложно. Почему сложно, сейчас будем выяснять, с чем это связано. С вашим настроением или с ситуацией, отношениями в паре, или с вопросами работы. Но, тем не менее, знаете, как-то не до личной жизни, не до перемен в этой сфере, в этой отрасли. Или просто, может быть, еще такой момент, в особенности, если меняется ваша ситуация, вопрос зачатия, то как сложно этот факт принять, к этому адаптироваться и по-новому выстраивать свою жизнь. Смотрим, что по факту. Итак, для тех, кто у нас свободен, что же здесь? Так, королева чаш. В первую очередь информация отыгрывается для мужчин, потому что этот аркан символизирует увлечение женщиной водной стихии, рак, скорпион или рыбы, который будет крайне сложно найти подход. Но, тем не менее, спортивный интерес возьмет свое, потому что дно колоды шестерка жезлов, это, знаете, такая позиция добиться во что бы то ни стало. Зачем, это уже другой момент, но тут первооснова «я этого хочу». Для девушек и женщин свободных десятка жезлов и карта маг могут говорить о ситуации, сконцентрироваться на каких-то вопросах. Допустим, работа, карьера, получение диплома. Не то чтобы здесь не будет знакомств или какого-то флирта или проявления внимания к вам. Проблема в том, что как-то не до этого. Смотрите, ваш взгляд обращен на более значимые для вас вещи. Смотрим ситуацию для тех, кто у нас в любовных треугольниках. У вас здесь по девятке жезлов закрытость, непонимание, дистанцированность, недоверие и отношения, которые же идут как тяжкий груз, как тяжкое бремя. Потому что идет недостаток эмоций, недостаток взаимопонимания, как следствие это накладывает отпечаток на ваш союз. И уже здесь вы будете раздумывать, а нужно ли вообще мне все это, стоит ли тянуть эту лямку. Плюс, открывая колоду, здесь ложится пятерка мечей. Акцент на то, что вы можете пожелать эти отношения разорвать. Смотрим ситуацию для тех, кто у нас находится в стабильных союзах. Что у вас здесь? Что здесь? У вас, знаете, как через тернии к звездам. Несмотря на сложность каких-либо вопросов или ситуаций, это пролить свет на происходящее, внести ясность. Это ситуация, когда может быть такая негласная борьба за пальму первенства в союзе, и сложно будет не то чтобы выбарывать, но, допустим, это те моменты, когда в отношениях два лидера, да, но кому-то все равно нужно будет уступить. Так вот здесь карта Солнца показывает о том, что вы сможете добиться признания, поддержки, помощи или ситуации, когда нужно ужиться, притереться, в особенности по бытовым аспектам. То есть все это вы можете, так сказать, подогнать под себя. Дальше. Совет. Совет от карты. У вас ложится аркан императрица. Ну, конечно же, по императрице, что же здесь можно, чего еще можно желать и советовать? Конечно, если у вас на повестке дня стоят вопросы изменения структуры и качества личной жизни, действуйте. То есть кто-то разрывает отношения с целью построения новых, кто-то здесь, наоборот, укрепляет союз, у кого-то продолжение рода. Единственное, что если вы свободны, императрица – это также вынашивание каких-то планов, целей или идей, или достижения завершения какого-то проекта. Из серии вы там пишете докторскую или вы там идете на повышение, то есть добейтесь уже результата, родите этот проект, и потом у вас все остальные перемены не заставят себя ждать.
Еще. Императрица – это акцент на вопросы омоложения. Это все, что связано с красотой, изменением стиля, гардероба или в первую очередь, знаете, как изменение вашего состояния здоровья. То есть быть здоровыми и прекрасными как внутри, так и внешне. Поэтому императрица говорит вам: любите себя, занимайтесь собой, ухаживайте за собой, дарите себе любовь, внимание, время, ресурсы. И, соответственно, ситуация подтянется таким образом, что и отношение окружающих изменится к вам в лучшую сторону. Еще, это карта, которая говорит о ситуации, внимания, к матери, к бабушке, для мужчин, к супруге также, то есть к женщинам рода, и вопросам накопления, то есть вкладывать в какой-то проект, инвестировать, потому что императрица – это то, что мы вынашиваем, да, может быть, длительный период, ну, или инвестируем во что-то длительный период, и оно потом приносит свои плоды и результаты. То есть будь то покупка, там, ипотека или кредитование на что-либо, то есть в этом случае для вас оно будет продуктивным. Смотрим с вами неожиданность периода. Что же здесь? Итак, башня, ребенок и кольцо. Слушайте, у вас здесь новый союз, у вас здесь новое партнерство. В основном это для тех, кто у нас стоял в треугольниках, потому что по башне это вы будете завершать или уходить от того, что не нужно, и как следствие входить в новый союз. Для тех, кто в стабильных связях, может быть как оформление предложения руки и сердца, так и просто взятие на себя новых обязательств, а именно вопросы зачатия, деторождения, у кого-то может быть аспекты усыновления ребенка. Если не смотреть через призму личной жизни, то данные арканы говорят о новых обязательствах. То есть предложения по работе или просто какие-то для вас выгодные партнерские сделки. Ну, к примеру, выгодно купить там новострой или там новое авто по какой-то акции. То есть это в любом случае для вас идет предложение во что-то новое вложиться, что для вас будет прибыльным и интересным. Что ж, пусть так и будет, так и закрываем. Месяц просто потрясающий. И могу сказать, не только у вас, действительно. Смотрю, уже не первый знак зодиака. Пока что прогнозы радуют. Редко такое бывает, но, видимо, энергии этого месяца сами предполагают такого развития событий. Что ж, пусть так и будет. Искренне от всей души вам этого желаю. От вас буду ждать обратной связи, как отыграется информация и что у вас по факту произойдет. Поэтому пишите. Буду вам признательна за энергообмен. С вами же не прощаюсь. До новых встреч.